Когда мы приходим в воплощение в физическом теле, то завеса закрывается за нами, и мы перестаем помнить о том, что происходило с нами перед воплощением, и мы забываем наши предыдущие воплощения. Такое положение вещей существовало не всегда, и эта мера скорее является гуманной по отношению к нашим жизнепотокам, чем ограничительной. Дело в том, что во многих наших жизнях мы совершали не самые лучшие поступки, и если бы мы помнили обо всех своих тяжких поступках, то мы бы не смогли бы действовать в нашей текущей жизни. Поэтому завеса в нашей памяти закрывается сразу после нашего рождения. Однако эта завеса не является плотной для тех, кто своими заслугами проложил путь для обладания даром видеть прошлое и будущее. Вы знаете, что даром ясновидения обладали многие пророки и святые, воплощенные на земле в прошлом и настоящем. Завеса приподнимается, когда наши 4 нижних тела обретают определенную степень чистоты, и наше сознание достигает того уровня, при котором оно не может испугаться некоторых вещей, случающихся при взаимодействии между мирами. Человеческое сознание на самом деле очень ограничено. Оно ограничено той ролью, которую мы выполняем в этой текущей жизни, и оно ограничено нашей кармой, которую мы создали в прошлых жизнях. На самом деле наша карма является тем препятствием, которое стоит между нами и более тонкими мирами. Наша карма представляет собой энергию, плотную энергетическую субстанцию, которая имеет очень низкие вибрации по своей частоте. И эти низкие вибрации являются той завесой, которая отделяет нас от тонкого мира. Поэтому нет никакой разницы между нами и вознесенными учителями, кроме разницы в наших вибрациях. И когда вы получаете возможность с помощью ваших стараний и ваших заслуг избавиться от вашей кармы, избавиться от ваших несовершенств, вы приобретаете способность общаться с тонким миром и пребывать в нем. Диапазон вашего восприятия мира расширяется, и вы приобретаете многие способности, которые называются дарами Святого Духа. Наши действия в прошлом и настоящем создали ту завесу, которая отделяет нас от реального мира Бога. А поскольку по замыслу Бога все в этой вселенной развивается по эволюционному пути, то следующий этап, который мы неизбежно достигнем, будет этап освобождения от кармы наших земных воплощений. Вы избавляетесь от вашей кармы и поднимаетесь на более высокий энергетический уровень. И на самом деле избавиться от вашей кармы можно несколькими способами. Можно совершать правильные выборы. Наша жизнь представляет собой не что иное, как череду ситуаций, в которых нам всегда дается возможность сделать один из двух выборов. Один из выборов приближает нас к Богу, а другой выбор отдаляет нас от Бога. Все очень просто. И все многообразие жизненных ситуаций
можно свести только к этим двум выборам. И этот путь является единственным, которому следуют все люди, принявшие воплощение на земле. Остальные пути являются вспомогательными. Вам знаком такой путь, как молитвенная практика, когда вы с помощью моментума ваших сердец притягиваете дополнительную божественную энергию в вашу жизнь и с помощью этой энергии растворяете ваши кармические наработки. Но главным для нас является все-таки устремление к преодолению нашего ограниченного состояния, в котором мы находимся в силу кармических причин. Если вы знаете диагноз, то вам легче найти правильное лечение и применить это лечение в вашей жизни. Поэтому все, что мы делаем в нашей жизни, является для нас способом преодоления нашего ограниченного кармического состояния. Для этого мы и принимаем воплощение. Таков закон этого мира. Когда-то мы выбрали испытать себя в воплощении как индивидуальности. Мы получили свободу для проведения своих экспериментов. И мы стали использовать божественную энергию по своему усмотрению. Для этого нам была дана личность. На определенном этапе эволюционного развития наша личность была наделена разумом. А разум имеет свойство двойственности. Он имеет возможность выбирать, как использовать свои способности. И в результате наших экспериментов с нашим умом мы стали окутывать себя все более и более плотными энергиями, создавая карму, то есть используя божественную энергию не в соответствии с замыслом Бога, а в соответствии с замыслом нашего собственного ума. Наша деятельность в плотном физическом мире на протяжении миллионов лет создала ту окружающую действительность, в которой мы находимся сейчас. Вы знаете, что окружающий нас мир представляет собой лишь зеркало, в котором отражается наше несовершенное сознание. Это был этап, когда в соответствии с планом Бога для этой Вселенной нам было разрешено экспериментировать с божественной энергией в соответствии с нашей свободной волей. И сейчас наступает новый этап. На первом этапе мы погружались в иллюзию, а сейчас наступил этап возвращения в реальный мир Бога. По замыслу Творца, те же самые души, которые участвовали в сотворении иллюзии, через свои действия должны преодолеть это иллюзорное проявление. И прежде всего, нам необходимо отказаться от нашего несовершенного творения в своем сознании. На первом этапе мы все более и более погружались в материю и все более и более отделяли себя от Бога. На втором этапе, через наше осознание своего единства с Богом, мы должны вернуться к реальной части нас самих, отказавшись от иллюзии и обратившись к реальности. Преодолевая свое несовершенное состояние, отрабатывая свою карму, мы повышаем свои вибрации, и одновременно с повышением наших вибраций повышаются вибрации окружающего нас мира. Мы преодолеваем себя, преодолеваем свою человеческую природу и обретаем все больше и больше божественных качеств, постепенно возвращаясь к божественной реальности, из которой наши души пришли в физический мир для экспериментирования. И в ходе нашего развития мы постепенно обретаем все более и более правильное видение, и мы познаем божественную истину и становимся на определенном этапе едиными с этой истиной.